Всем респект, с вами Фиспект. По названию видео вы уже поняли, что сегодня будет происходить. Мы соберем топовый ПК, а также прокачаем игровое место с нуля. Но для чего мы все это будем делать? Если вы мой подписчик, то знаете, что я съехался с девушкой. В предыдущем ролике мы покупали ПК с Алиэкспресса за 24 тысячи рублей ей как временное решение. И этот ПК оказался полным говном. Дабы не мучить девочку, накопили денег и продали тот ПК на Авито по частям. И теперь пришло время собирать новое топовое решение. Сегодня я покажу вам реально народную и топовую сборку за 70 тысяч рублей. А вторая часть ролика будет про апгрейд и обустройство игрового места, что очень интересно, и вы сможете подсмотреть интересные идеи для себя. Также хочу сказать, что так как этот ПК собирался для девочки, и в нем присутствуют некоторые решения, которые для ПК-сборщиков могут показаться абсурдными. Например, куча RGB подсветки и красивый корпус. Осуждать меня за это не надо, я знаю, что подсветка уменьшает FPS, но если без шуток, то это получился и красивый, и в то же время очень мощный ПК по начинке. Также хочу сказать, что это всего лишь вторая сборка ПК на моем канале, и поэтому меня можно и нужно критиковать в комментариях, а также давать советы. Я обязательно все читаю и все выслушаю. И так как ПК мы собираем для игр, лишняя энергия и концентрация никогда не будет лишней. Для этого отлично подойдет энергетический напиток Imba Energy. Прямо сейчас у них проходит новогодняя распродажа и скидка абсолютно на все товары 25%. Лично мои самые любимые вкусы — это арбуз, дыня и тропик, советую на них присмотреться. Если ты давно хотел попробовать имбу, то сейчас самое время. Используй промокод 2021 и получи скидку 25% на любые товары. Такая скидка действует 7 дней, поэтому обязательно не пропусти. Переходи по ссылке в описании и сделай себе вкусный новогодний подарок. Это переход, короче. Ну что ж, перейдем к сути. Комплектующие мы покупали в ДНС, и самым первым вопросом у нас стоял, а какой же корпус взять, потому что должно быть красиво. Девушка вообще хотела оставить прошлый корпус, но он настолько поганого качества, что я решил переплатить 5000 рублей и взять Asa Apollo 430. У него уже не пластик, а стекло сбоку, закаленное, между прочим. Есть в комплекте вентрилятор, подсветочка приятная, он полностью белый с оранжевой такой вставочкой. Толстый металл, все хорошо прокрашено, сеточки пылевые, все еще по красоте, как надо придраться не к чему, но я придерусь. Гнезда USB на передней панели. Наша была ошибка то, что мы адаптер из-под графического планшета засунули в это гнездо, и через боль и страдания и стертые пальцы в кровь мы смогли только его достать. Хоть гнезда со временем расширяются и доставать провода все легче, за принесенные физические увечья он получает минус балл, а так корпус красивый и хороший. Но больно, очень больно. Далее что у нас идет? То, на чем все держится, материнская плата Gigabyte B450M. Почему именно ее, а не ее сестричку с приставкой S2H? Потому что банально магазин, в котором я все это забирал, S2H доставил бы только через 2 дня, а мне хотелось все и сразу, тем более они не особо отличаются. Есть только одно но. В указанной частоте оперативной памяти у S2H 3600 МГц, а без приставки S2H 3200, из-за чего у нас появилась некоторая проблема. Дело в том, что друзья и знатоки, с которыми я советовался, заверили меня, что это не проблема и работать все прекрасно будет с частотой 3600. Так-то оно так, работает. Что самое интересное, на XMP профиле все запускается, но через раз. То есть один раз ты запустишь ПК, у тебя будет 16 гигабайт на частоте 3600, второй раз запустишь ПК, у тебя будет работать только одна планка на частоте 3600 и будет всего лишь 8 гигабайт, что очень неприятно, и материнку скорее всего придется менять. И это исключительно моя вина, что я послушал знатоков с интернета. Нужно думать своей головой, и лично вам я советую брать именно с приставкой S2H, если вы будете брать подобную сборку. Раз уж заговорили про оперативную память, то сразу Kingston HyperX Fury Black RGB. Всю жизнь на них сидел, всю жизнь на них сижу и буду сидеть, и девушке тоже купил именно эту оперативную память, потому что она безусловно самая лучшая. Она самая популярная, красивая, мощная. На XMP профиле у нас опять же получилось 3600, но как я сказал, запускается через раз, это проблема в материнке, а оперативка замечательная. Почему именно ее, а не какие-то аналоги, которые возможно дешевле и лучше? Потому что банально сам сижу всю жизнь именно на оперативке от HyperX. Все друзья и знакомые тоже сидят на ней. А была даже история такая, что когда друг решил сэкономить и купить себе оперативку от неизвестного бренда, которая якобы на цифрах казалась лучше, в итоге банально, когда он захотел проапгрейдить свой ПК и взять точно такую же оперативную память, он ее банально не нашел, сняли с производства. Поэтому для меня лично очевидно, и аналогов я не вижу. А почему мы взяли именно RGB? Потому что, во-первых, красиво, а во-вторых, переплаты абсолютно никакой не было, так как скидки, и она стоит столько же, сколько и без RGB. Что по поводу хранения данных? Тут я придерживаюсь такой политики, что жесткие диски канули в лету, и покупать их в 2020, уже в 2021 году не стоит, потому что медленно, очень медленно. А если материнская плата поддерживает M2 слот, то смысла брать саташные SSD-шники нету. Переплата небольшая, а скорость прибавляется просто бешеная. Это не просто быстрая передача и скидывание данных, а также быстрая прогрузка текстур в играх. Поэтому, естественно, мы взяли M2 Kingston A2000 на 500 гигабайт. Скорость чтения и записи 2000. Это очень много, это очень крутой SSD-шник, но впоследствии нам оказалось, что 500 гигабайт маловато. Что не проблема, всегда можно дополнить и взять еще один, например, саташный SSD-шник. Ну, как основной под винду, программы и парочку больших игр, он очень хороший. И здесь больше говорить нечего, идем дальше. Процессор Ryzen 7 2700. Почему именно его, а не Ryzen 5 3600? Потому что банально дешевле, а в мультимедийных задачах показывает себя намного лучше. Многозадачность и вот это вот все. Конечно,
да, в играх Ryzen 5 3600 было бы лучшим решением, больше фэпесов, но эта переплата, как по мне, не стоит того. Тем более все современные игры оптимизируются под многопоточность. В итоге что мы имеем? Дешевле, в программах работает лучше, проживет дольше, а меньше FPS не такая уж и большая потеря. Лучше возьмем получше видеокарту. Кстати, насчет ее. На фирму вообще не смотрел, взял самую дешевую 1660 Super. Говорить здесь опять же нечего, хорошая видеокарта. Хочу поговорить именно о ценообразовании. Так как ПК мы собирали 2 месяца назад, видеокарта, во-первых, была дешевле, а во-вторых, сейчас 2060, она не намного-то дороже. Всего лишь 5000 рублей переплата, и ты уже получаешь RTX и более мощную видеокарту. И если бы прямо сейчас я бы собирал ПК, я бы не брал 1660 Super, а смотрел бы уже на 2060 и выше. Потому что, как ни странно, RTX видеокарты подешевле, а GTX карты подорожали. Чё за бред? В итоге разница в цене стала намного меньше, и теперь больше есть смысла переплачивать за RTX видеокарту. Но 2 месяца назад я об этом знать не мог, и в итоге вот эта красавица от компании Polit у меня на столе. И нет шутки про то, что она дома из Polit не будет. Что же питает нашу систему? Кулер Мастер, MVE, что-то там 700 Вт, V2, 700 Вт, короче, говно полное, не советую никому брать. А почему? Не, сам-то блок питания хороший, его много кто советует, он реально классный по начинке, по характеристикам, но у меня лично появилась проблема. Провод, который питает видеокарту, он разделяется на 2 провода, скажем так, чтобы питать вторую видюху. Чтобы все было красиво в корпусе, и так, в принципе, делают все, мы хотели запитать основную видеокарту вот этим вот проводом. И у нас отваливалась видеокарта, она начинала очень сильно шуметь, и комп просто гас. Долго не могли понять, в чем проблема, если до него дотронуться, или просто спустя полчаса аккуратного сидения за ПК, он просто выключался и начинал сильно шуметь. В итоге оказалось, что этот провод, видимо, не рабочий, брак. Воткнули от того же провода, но другой коннектор, и все заработало отлично, проблем никаких теперь нету. Но теперь в корпусе болтается вот такая вот пиздюленька. Спасибо, Кулер Мастер, за эстетику, за минус эстетику, за некрасоту. Ну и самое последнее, что осталось, это охлаждение компьютера. Здесь стоит один вентилятор на выдув, который шел в комплекте с корпусом, и кулер на процессоре, и все. Кулер мы не покупали, он достался от моего процессора Ryzen 9, он не то что красиво выглядит, он еще и полностью справляется со всеми температурами, ничего не перегревается, температуры самые нормальные. В итоге все готово, и первый запуск мы решили произвести прямо в гостиной, где мы его и собирали. И как же я удивился, когда он засветился, потому что никаких RGB лент мы туда не встраивали, он светится сам по себе очень интересно. Точнее как, он светится хаотично, разные цвета, и по-другому сделать никак, потому что при сборке мы не думали о том, что мы будем делать RGB сборку. Мы просто хотели сделать красивую, чтобы что-то светилось. А главный акцент сделать на корпусе и в игровом месте, о котором я вам сейчас и расскажу. Начинается вторая часть ролика — сборка игрового места. Началось все с выбора девайсов. Так как из-за моей деятельности у меня куча мышек, я дал девушке попробовать абсолютно все, попользоваться, и она остановилась на G102. Если вы мой подписчик, то знаете, что я недолюбливаю эту мышку. Она маленькая и неудобная, но девочке показалась она самой удобной среди всех, что она пробовала. И тут я судить ее за это не могу, каждому свое. С клавиатурой обстоит та же самая ситуация. Это я вам здесь рассказываю, как прекрасны механические клавиатуры. Девочкам же это абсолютно бесполезно. Главное, чтобы работала и была миленькой и красивой. Именно поэтому мы взяли какую-то там мембранку с круглыми кикапами. Ну, кстати, я на ней печатал, и она вполне себе удобная. Я думал, что круглые кикапы это прям фу, но здесь как-то сделано все по уму, я не знаю. Хорошо расположены кнопки и удобно их нажимать. Единственный минус, не считая того, что она мембранная, то, что у нее нельзя регулировать угол наклона, из-за чего лично мне печатать неудобно, но ей пофигу, ей нравится. Все это находится на каком-то кислотном игровом коврике с какими-то чертями. Взяли его потому, что нужен был большой коврик, а альтернатив с более-менее красивым принтом нет. В будущем, скорее всего, закажем что-то поинтереснее, но это нужно ждать доставку, и это будет позже. Сейчас у нас сетап именно вот так выглядит. Наушники. Хотелось именно беленькие, и за такую цену выбор особо невелик. Посмотрев видосы, обзоры, почитав всякие информейшн в интернете, остановили свой выбор на Razer Kraken X Mercury. Ну что могу сказать, говнище полнейшее, звук как будто из бочки. В нем есть какой-то режим, который якобы делает звук объемным, 7.1 звучание. Включили его, стало еще хуже. Но басы, конечно, да, лупит не по-детски. Если вы фанат Моргенштерна, Cadillac будет звучать в нем еще лучше. Но это абсолютно не плюс наушников. В них есть странная особенность, они давят на твою голову так конкретно, но при этом никакого дискомфорта спустя время сидения за ПК это не вызывает. То есть боли нету, но при этом они давят. Я не понимаю, как это работает, но это так работает. Чтобы вы понимали, у меня сейчас проводные наушники и AirPods, и они звучат в триллиард раз лучше, чем вот эти наушники от Razer за 5000 рублей, хэмерские все дела. Я разочарован. Но взяли мы их не только из-за звучания, в котором впоследствии разочаровались, не из-за внешнего вида, а еще и из-за микрофона. Даша он нужен исключительно, чтобы сидеть и говорить в Дискорде, и у нас была вот такая вот палочка, которая стояла на столе, и она абсолютно неудобна. Если ее поставить за клавиатуру, то плохо слышно. Если поставить перед клавиатурой, то занимает много места, и печатать, и вообще пользоваться неудобно. Можно было бы заказать какой-нибудь Fifine и поставить его на пантограф, но да, Fifine бы пришел с российских складов
ходов быстро, а вот пантограф пришел бы месяца через 2, потому что как-никак сейчас Новый год, и вы сами понимаете, что происходит в Китае с посылками. В общем, видоса бы вы не дождались тогда точно. Поэтому было принято решение взять еще эти наушники из-за их микрофона, как временное решение, а возможно, если все будет нормально и все будет устраивать, то Fifine в принципе не покупать и пользоваться так. И что же по поводу микрофона? Он здесь отличный. Ну как отличный? Отличный для микрофона в наушниках и именно для Дискорда. Предлагаю оценить самим. Просто пиздани что-нибудь, чтобы понятно было. Да это говно. Ну так понятно же. Я доску не могу найти. В соседней комнате сидит. Ты? Ты. Вот это и вставь. Думаю, неплохо, тем более за 5000 рублей микрофон, встроенный в наушники, но получается все равно как-то неоднозначно. Учитывая, что здесь все покупать за свои деньги, говорю прямо, наушники говно, но они подойдут для людей, которым нужен дизайн, которым нужен микрофон и которые любят наваливать бас. Если вы так же, как я, любите качественное звучание и качественную сборку, а тут как бы регулятор высоты наушников пластиковый, не металлический, поэтому они вам не зайдут. И лично мне они тоже не понравились. Говно ебаное ваши кракены. Далее идут мониторы. Изначально Даша сидела за одним монитором и вообще не понимала, зачем ей второй. А я всегда пропагандирую, что одним монитором невозможно пользоваться в современном мире. И как только мы поставили второй, так она сразу поняла, насколько это удобно. А какие же все-таки мониторы? Первый Samsung был еще с прошлой хаты, а второй HP, мой основной монитор. А что делает мой основной монитор у Даши за столом? Об этом вы узнаете в следующем ролике. Если уже догадались, о чем он, пишите в комментариях. Стоит не забывать, что скоро Новый год, и Даша решила украсить свою комнату вот такой вот гирляндой с фикс-прайса за 100 рублей. А также мы купили ЛГБТ-ленту за 1000 рублей и пустили ее под столом. Стало еще сасней, и теперь комната преобразилась на максимум. На столе находится картина, аниме-подушка, цветок, а также лампа, которая показывает температуру, время и еще что-то, не знаю что. На стене располагается 2 анимешных постера, а на подоконнике голова собаки. Не спрашивайте зачем. Ну и о наболевшем. Игровое кресло за 6500 рублей. Полное говно, никогда не берите такие дешевые кресла. Оно настолько дрянь, что чтобы хоть как-то немного спасать свою спину, мы купили вот такую подушку. Также ко всему этому сетапу была приобретена кошечка, которую мы назвали Булочка, и это Мейн-кун, и я даже не буду говорить, сколько она стоит. Много. Эта красавица живет у нас почти месяц, а самой ей 7 месяцев, и она в свои 7 уже больше любой домашней кошки, при этом она еще совсем котенок. Ну что ж, теперь сборка полноценная и можно проводить тесты, и это самая неинтересная и скучная часть видеороликов у всех обзорщиков. Я не хочу делать так же, как все. В видео рядом вы видите какие-то тесты в каких-то там играх, но вкратце я вам объясню лучше это на словах. Компьютер максимально сбалансированный, эта сборка, можно сказать, сейчас самая народная. Чтобы мы не запускали Apex, Genji, Warframe, и прямо сейчас проходим Far Cry 5, и все идет абсолютно на ультрах, 60 плюс кадров. Единственное, что, наверное, не пойдет на ультрах, так это Киберпанк, но вообще ничего страшного, потому что, честно, игра получилась пососной. Нам она вообще не зашла, поиграли 4 плюс часов, и лучше бы вообще ее не запускали. Это мое личное мнение, не нужно меня за это осуждать. И я думаю, вы сами все слышали по рецензиям в интернете. И как бы ПК собирался тоже для Киберпанка. То есть мы ждали эту игру, хотели в нее поиграть, а получилось, что получилось. В итоге разочарованные от Киберпанка скачали 3-го Ведьмака, и теперь радуемся 60 плюс кадрами на ультрах. Какие итоги по сборке я могу подвести? Материнскую плату нужно было брать другую, не слушать советчиков в интернете. Блок питания, скорее всего, у нас брак, и если будете собирать подобную сборку, смотрите на что-нибудь другое, скорее всего, но винить фирму я не буду. Возможно, это единичный случай, просто мне очень сильно не повезло. Видеокарту нужно брать побольше, например, RTX 2060, потому что сейчас разница в цене не такая уж и большая. На корпусе можно было сэкономить 1004, если взять самый простой корпус и не заморачиваться с этой красотой. Ну и последнее, девочкам абсолютно похер на характеристики. Что бы я тут вам на канале не рассказывал, как прекрасны механические клавиатуры, как выбрать правильные девайсы, что лучше, что хуже, главное, чтобы было красиво, и на примере корпуса и клавиатуры вы, думаю, сами в этом убедились. Я тут осознал некоторую вещь. Есть люди, которые изо всех щелей кричат, как RGB подсветка не нужна, это переплата, это минус FPS и вот это вот все кудах-тах-тах. Я с ними отчасти согласен, но отчасти не согласен, потому что RGB подсветка это банально уют в вашей комнате. Вам приятнее возвращаться домой, садиться за игровое место, пользоваться своим ПК, смотреть на него. Это прибавляет эстетики и уюта. Конечно, не стоит забывать о характеристиках и возможностях комплектующих и девайсов, но в то же время, если есть возможность переплатить, то почему бы и нет, это реально круто. На этом я буду постепенно заканчивать. Я думаю, я собрал неплохую сборку, это всего лишь вторая сборка на моем канале, поэтому критикуйте меня в комментариях, ёпта. Давайте советы, как можно улучшить это игровое место, потому что у меня-то идей куча, но хотелось бы услышать и вашего мнения. Если поставите много лайков, например, отметка в 70 тысяч дает мне понять, что вам эта рубрика нравится, и мне стоит продолжать вообще делать какие-то сборки и что-то в подобном направлении. Ну и следующее видео выйдет совсем скоро, оно будет еще интереснее, уже с прокачкой моего игрового места, поэтому если вам интересно, обязательно подпишитесь и ждите новый ролик. Спасибо вам за просмотр, любите маму, кушайте кашу, пока.